wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are. Так, всем доброе утро. Сегодня у нас четверг. Блин, уже четверг. Завтра пятница. Все, конец рабочей недели. Куда все делось? Ничего не понятно. Вчера на самом деле так поздно мы закончили. Я даже не помню, на чем я остановилась. Мне, наверное, позвонили. Да, мне позвонил хозяин и спросил, дома ли я. Потому что собирался приехать с электриком. Вот. У меня были другие планы на вечер. Ну, то есть я думала, что они будут во вторник. Поэтому на среду запланировала кое-что другое. Но поскольку розетки мне нужны, то, конечно же, я сказала, что они пусть приезжают обязательно. Вот, правда, я отъехала за Максом, но дома был Данила. Мы когда вернулись, их не было. Они отъехали за недостающими рамками для розеток. Ну, чтобы, короче, все было красиво, аккуратно. Вот, и вернулись, наверное, через полчаса. А у меня было такое интересное ощущение на протяжении вообще всей этой истории с розетками и электриком, что он должен был сначала прийти. Ой, еще на прошлой неделе, потом, по-моему, в понедельник днем, или что, ну, в общем, должен был прийти не раз. И только вот вчера пришел. И на протяжении всей этой канители, блин, рука неудобно лежит. У меня было ощущение, хотя я без понятия вообще, кого должны были привезти. То есть вообще ничего не знала, я просто знала, что должен прийти электрик. Все. На протяжении всего этого времени у меня было четкое ощущение, как будто бы я знаю, о ком идет речь. Хотя у меня среди моих знакомых электриков, ну, чтобы вот я сидела и думала, так, мне нужен электрик, кому мне позвонить? И так, хоп, четкий ответ. У меня нет таких знакомых. Единственный электрик, которого я всегда вспоминаю, это мужчина, которого звали Василий, который работал в детском саду на 0,25 ставки. В саду этом я не работаю с 2013 года. Это вот единственная ассоциация у меня с электриком. И вот как тесен мир, да? Хотя сейчас, конечно, я это совсем по-другому осознаю, эту фразу. Но в рамках одного города это, конечно, не так удивительно. Но все равно, как тесен мир. Потому что пришел парень, с которым мы вместе работали. Вот, мне кажется, что он сначала меня не узнал, потом, наверное, узнал. Сначала не поняла, а потом как поняла, да. Вот, и, в общем-то, все. Вчерашний день, хоть и не совсем, не настолько, скажем так, плодотворно, как я бы этого хотела, но все равно итог такой, что у нас за вчерашний день появился интернет в квартире, то есть все, теперь все работает, Wi-Fi раздается, вроде бы скорость неплохая, но, по крайней мере, вчера у меня только один раз, уже под самый вечер, что-то там на телефоне подзависло, но обычно я на телефоне пользуюсь этим передачей данных. Вот. И, в принципе, одно обогнали. Че ты ей дудишь? Сам же перекрыл движение, сам не поехал. Ну, машина объехала машину, которая стоит там, где парковаться нельзя, и остановилась высадить человека, и этот ей дудит. Че ты дудишь? Сам же такой же. Я там никогда не становлюсь принципиально, просто потому что есть парковка. Зачем это? Вот, тем более высадили больного человека. Ай. Вот, и появились розетки. Единственное, что не работает до сих пор розетка, которая у Данила за кроватью, но вот эти все розетки в основном, они все расположены на уровне, когда за мебелью, да, то есть, допустим, есть розетка за диваном. И мы ей не будем пользоваться просто потому, что
Ну, во-первых, рядом есть 2 розетки рабочие, свободные, доступные. А во-вторых, если ей пользоваться, это нужно отодвинуть диван так, чтобы ну, туда там в блок от зарядки или что-то другое, да, вошло, что будет там включено. И получается, что за диваном будет огромная щель, куда будет постоянно ссыпаться игрушки, еще что-нибудь. В общем, я такого не люблю, поэтому проще не пользоваться в моем случае. А вот у Данилы, у него получается над рабочим столом, под рабочим столом или за рабочим столом, да, есть тоже розетка, туда бы воткнуть настольную лампу, она сейчас включена, но стол не придвинут к стене, опять же, да. И я хочу попросить потом уже своего какого-нибудь найти электрика, потому что все, что делается вот сейчас в квартире, это все оплачивает хозяин. Но есть моменты, которые, как бы, ну, это мои прихоти, да, и, конечно же, за это я считаю, что я должна сама заплатить. Ну, я, в принципе, так и сделаю. Вот, поэтому я хочу запитать в эту розетку, которая за столом. У меня была вообще мысль попросить кого-нибудь, чтобы вырезали в задней стенке стола, в этой крышке, вырезали отверстие прямо напротив этой розетки. Потом я решила, что ну, это как-то глупо портить мебель, а вдруг потом, ну, не знаю, перестановки захочется, да, какой-то или что-то такое. И, в общем-то, решила, что проще попросить электрика запитать в эту розетку какой-нибудь удлинитель. Этого добра у нас хватает, да, и просто вывести этот удлинитель, допустим, там, прикрепить к крышке письменного стола, к этому, там, какой-нибудь тройничок, да, чтобы розетку можно было, точнее, светильник и зарядку. Ну, в общем, как-то так. А за кроватью, я думаю, что она в таком случае даже, в принципе, будет и не нужна. Вот. Так что с розетками более-менее. Единственное, что я хочу еще чайник переставить в другое место, потому что пока мне чайник неудобно. Мне жутко не хватает рабочей поверхности, но я уже потихоньку к этому привыкаю. Что сказать? Мою кухню никто и никогда, ни одна кухня никогда не заменит. Особенно вот эти кухни, которые в квартирах, они жутко маленькие. Шкафчиков мало, ничего не поставить, все везде битком. Мне очень жаль. Я даже думала ее продать. Но пока это, короче, еще очень больная тема. Я себе поставила срок. То есть, ну, больная тема, это будет, скорее всего, еще долго. Я себе поставила срок. И решила, что до этого срока, я думаю или не думаю, но именно в этот день я должна принять какое-то решение. Говорить срок не буду. Зачем это кому-то надо? Вот. И, конечно же, нам почистили диван. Я засунула вчера наволочки, от подушки постирала. От подушек. Сейчас я думаю, что они уже высохли. Вчера была солнечная погода, дождя вроде бы как не было ночью. Поэтому я думаю, что там стирка вся высохла. Сейчас мы оформим дома диван, аккуратненько сделаем себе кофейку. У меня там совсем немножко грязной посуды. Буквально вот Данила позавтракал, и дети вчера поздно ужинали. Ну как поздно, часов, наверное, уже было 8. Вот, но я поздно приготовила, потому что пока одно, пока второе там отвлекали. Иди посмотри, там так или не так. Вот. В принципе, получается, что как бы более-менее все готово. Опять же, уперлось все в этот стеллаж, точнее, в его отсутствие, потому что нет возможности разобрать пряжу мастера, которого я так нахваливала, просто канул куда-то в лето. Я не знаю, что с ним случилось, почему он не выходит на связь. Серьезно, я уже все продумала, думаю, боже мой, может быть, я где-нибудь человека обидела, но это не понимаю, как можно было видеть человека, с которым, в принципе, даже не общаешься, как бы, ну, просто по делу. Чисто, ничего личного, тупо бизнес, да? Вот, ну, в общем, не выходит на связь. Не знаю, что случилось. Поэтому надо кого-то искать, но там загвоздка в том, что конструкция стеллажа не очень-то простая, да? И он-то его уже собирал, для него бы это было плевое дело. Ну, как-то так. Я, кстати, сегодня без телефона. У меня телефон ночью сел. Вот, и я не заметила. Я сегодня подскочила без будильника, без 10:06. Думала, что мы проспали. Ой, собачка какая-то смешная. Но, слава богу, нет. Вот, и еще у нас очень дорога, маршрут сейчас изменился, да, в школу, в сад.
и занимает гораздо больше времени. Гораздо больше времени. Плюс еще сегодня у нас машина подперла так. Запаркована машина была криво. И я не смогла открыть заднюю дверь, чтобы посадить Макса. Поэтому там какую-то щелку мы кое-как открыли. Макс заполз, Данила его перестегнул. Ну, хоть так. Ну, вот, ну это же просто, да. Ты посмотри, лень тебе перепарковываться. Ну, ты глянь в соседнюю машину, которую ты прижал. Ну, стоит детское кресло с этой стороны. Ну, блин, значит, там есть ребенок, значит, его надо посадить. Я не, вот я же серьезно говорю, вот, не тут я родилась, не тут не надо жить. Я не хочу это в себе менять. Я считаю, что это хорошо, что я думаю не только о себе. Все должно быть в меру. Нельзя быть чистым эгоистом. Да, конечно, ты на первом месте. Но, люди же вокруг тебя тоже живые, да. То есть, как можно там кому-то не помочь, если есть возможность. И там есть пару мыслишек еще. Но мне надо найти подходящих людей, которым бы я хотела в этом плане помочь. Это для меня ничего не будет стоить. Просто пока вот не подходит, не нашлась подходящая кандидатура. Вот. Поэтому я его обматерила утром про себя, честно скажу. Не проклинала, ничего, просто сказала, что вот такой ты нехороший человек. Так, ладно, едем домой. Сегодня, я надеюсь, придет Wildberries. Вчера почему-то он не пришел. Мне никуда не надо. Это я сама себе говорю, что, пожалуйста, мне никуда не надо. Единственное, что я бы, конечно, хотела съездить за Wildberries. Если он придет в 10 часов, об этом я узнаю только дома, когда включу свой телефон или на компьютере. Там придет этот пантограф, да. Но пантограф этот, он... Чего у меня рука затекла? Неужели так? Потом пантограф этот, он вообще не для телефона. Там даже крепежа специального нету. Пантограф, он для микрофона предназначен. Поэтому получается, что нужно будет, во-первых, на месте убедиться, что можно прикрепить крепеж для телефона, вот эту рамку, она у меня есть. И только тогда забирать, да, заказ. Вот, и получается, что если вдруг какие-то там болты, типа переход на переход, да, можно же что-то придумать. Я думаю, мне бы хотелось это сегодня решить, да, чтобы я и даже, может быть, что-то еще снять успела, потому что видео не выходит, пока их нет возможности просто снимать. Вот сегодня у меня свободный день. Опять же, мне вроде как никуда не надо, но не на что повесить телефон, и плюс проблемы с маникюром. Пока мне не подходит так. Вот. Все, едем домой. Я с сегодняшнего дня предпринимаю очередную попытку сесть на чистое питание свое, низкоуглеводное. Вес утром 114 900. Посмеялась сегодня, потому что когда я переехала на ту квартиру и взвесилась первый раз, я весила ровно столько же. Вот. Так что я теперь даже отекаю запланированно. Так, время почти час дня. У меня очередной сегодня праздник. Но я очень люблю, когда все потихонечку налаживается. Для кого-то это, конечно, не событие, для меня вот событие. У меня сегодня очередное хорошее событие, которое случилось буквально час назад. Это я сейчас сидела, монтировала влог. Сейчас покажу, что произошло. Короче, мы собрали последнюю мебель. Мужчина, который в прошлый раз мне собирал этот стеллаж, он не отозвался. Я не стала сегодня звонить, писать ему, потому что, не знаю, что у них там случилось. Может, я не знаю, обидеть я его не могла, потому что я уже говорила, да, мы не контачим. Вот, и я написала просто объявление, отозвался парень. Я совсем символическую цену поставила за это дело, потому что я прекрасно понимала, что тут работы. Я написала, что на 2 часа, но мы справились за час, и я ему помогала, потому что тут такая конструкция, что если не разбирал и не придумывал, то ты, вряд ли, в общем, очень сложно самому понять, как это в итоге потом собиралось. Вот. И я ему помогала и придерживала, и говорила очередность, то есть фактически мне нужна была мужская сила, да, и помощник. Вот, и мы его вдвоем собрали очень быстро.
Я хотела бы прикрепить его на уголки к стене, но там не видно, вот, наверное, или видно. Такие зазоры, вот, смотрите, такие стены кривые. Конечно, я ничего крепить не буду. Получается, что, ну, можно сказать, что мой рабочий кабинет готов. Это я сейчас одену, не смотрите, быстро переодевалась. Не хватает только вот этого штатива второго, который я, похоже, сегодня уже не получу. Монтируется влог. И получается, на этом столе я буду и снимать, и все на свете. Думаю, что штатив просто хотелось бы посередине, да, как-то, может быть, за подоконник. Ну, посмотрим, пока не знаю. Не хочется сильно выдвигать сюда стол, потому что получится щель между столом и окном. Там батарея. Ну, в общем, впереди лето. Не замерзну, надеюсь. И все. Это единственное, последнее, что оставалось сделать. Собрать этот стеллаж. Я уже к контейнеру поставила. И теперь задача на вечер. Вот этот пакет последний разобрать. Там игрушки. Но есть еще ящик с игрушками. Я хочу их вообще полностью перебрать. И, скорее всего, этим я уже буду заниматься завтра. Потому что кое-что я хочу вынести на мусорку. Я не буду выбрасывать прямо в контейнер. Я поставлю сбоку как-нибудь в прозрачном пакете, чтобы... Ну, блин, сами знаете, да, всякие бывают ситуации у людей. И вот это вот моя задача на сегодняшний вечер. Это пряжа. Мешок вот этот порвался, как видно. То есть я хочу это все сегодня разложить. В принципе, это несложно. Вот, ну, в общем-то, как бы получается, что, ну, можно сказать, что все готово. Это уедет в шкаф стирка. Шкаф вот. Там куча свободного места еще в шкафу там. Вот. На кухне там более-менее порядок. В детской не застелена... В детской вон там не застелена кровать. Тут нам крестная мама подогнала велосипед. Тут спит бродяга-кот. Вот тут еще надо навести порядки. Сейчас я оборудование белотелекомовское сдам. Модем, собственно, рабочий. Розеточки рабочие. Котик спящий. Чистенький диванчик, который вчера полностью отмылся. Вот, сейчас надо будет на макулатуру вынести коробку вот эту последнюю. Медведя можно уже снять со стола. Это пылесос тут ходил. Вот. Балкон надо будет помыть стекло, но это уже попозже. В смысле, не сегодня, конечно. Балкон почти свободен. Надо будет вот это сейчас только занести там. Сейчас покажу прикол, смотрите. Короче, это один из двух балконов. На один выход на кухню. С кухни, точнее, на второй выход зала. Я хочу поставить на балконы ручки с замками. Я об этом уже говорила. Здесь парковка. Обычно я здесь ставлю машину. Сегодня, кстати, моя машина стояла вот здесь. Как раз таки вот тут меня подперли. Вот. И тут, короче, есть такая классная тема. Я, блин, босиком как раз на антибиотиках. Кладовка. Вот такая. То есть там реально место есть. И все, теперь по балкону можно ходить. Потому что до этого все было заставлено полками. Ты уже тут сегодня был, хватит. Для стеллажа. Что осталось сделать? Тут что-то придумать, да? Вымыть вот это стекло от стенки, вымыть балконную дверь. Я хочу сюда попозже купить ролл-штору, потому что я сплю здесь, да? Ну и сами понимаете, что там вот 9-этажка. И если я со своим зрением вижу, как люди там пьют кофе и курят в окнах, то, соответственно, меня тоже видно. Была бы я килограмм на 50 меньше, я бы, может быть, шторку не вешала. Но это шутка, конечно. Так, в коридоре вот эту полку, кстати, да, ее можно вынести в кладовку, потому что она мне по факту не нужна. Вешать я ее не хочу. Она и на той квартире у нас не висела. Поэтому я сейчас в кладовку занесу. Ну и все. Так-то все готово. К жизни можно существовать. Тут у нас что?
Ага, тут у нас машинки вон. Ну, сейчас мы это вынесем. Шторку надо будет поправить, там сорвалась. Вот. Так что все. Можно жить. Красота. Сейчас поставим на загрузку влог. И сейчас время сколько? Час. Я все обновляю этот долбанный Вайлдберрис. В надежде, что мне сейчас привезут штатив. Хотя мне завтра на ногти. И Вайлдберрис, куда я заказала в этот раз, оказывается, тут есть совсем недалеко. Я уже на следующий раз буду знать. Реально вот туда, на ту сторону пройти через дорогу. Можно и пешком. Я просто, честно говоря, не знала, что тут есть этот пункт выдачи. Знала бы, заказала бы туда. Ну вот он висит с 5 утра в Минске. Сейчас время час дня. С Минска до Дзержинска 30 километров. Не понимаю я. Мне кажется, это как-то недостаточная работа сервиса. Вот. Но если нет, то мне надо сдать оборудование Белтелекомовское, расторгнуть с ними договор, чтобы денежки там не капали уже. И мне нужно еще сегодня приготовить картофельное пюре. И разобрать вот эту кучу пряжи. Я думаю, что без вопросов я сегодня с этой задачей справлюсь. Все успею. Должна, по крайней мере. Ну, вот сейчас проверим, как работает интернет. Видимо, потому что сейчас время рабочего дня, будний день, да, все на работе. Кот! Все на работе. Видео пишет, что загрузится за 6 минут. Отлично, мне подходит скорость такая. Вроде бы все, что хотела рассказать. Я очень надеюсь, что сегодня я уже потихоньку начну вязать. Я соскучилась по вязанию, но у меня процессы все на таком этапе, когда я бы хотела снять продвижение, потому что у меня есть готовые работы. То есть я еще, когда мы в последний день на той квартире вот жили в четверг, да, в пятницу уже переезжали, я еще в четверг хотела снять это видео. Не помню даже, почему не успела. В общем, не сняла. И вот как-то вот, как будто бы, знаете, как будто бы это такой момент, который я почему-то уже не могу сделать. Есть, да, не хватает там штатива. Ну и перескочить как будто бы не могу, хотя могу, ну как бы мне ничего не мешает. Но вот не могу. Что-то как будто бы вот... Все меня поняли, да? Ну, бывает. Ну все, вроде бы, что? Тебе вот надо это, скажи мне. Ты, шарик. Ну все, эта комната, она, получается, стала очень маленькая. Все заставлено мебелью. Но зато это все вот в одном месте доступно. И зато это будет порядок, наконец-то. Потому что эти мешки черные, они, во-первых, вонючие, страшно. Они пахнут, знаете, чем? В церкви вот эта вот штучка, которая машет. Я не могу запомнить, как она называется. Мне этот запах не нравится. Мне от него болит голова ужасно. Я до сих пор, когда вспоминаю об этом, всегда удивляюсь, как я выдержала столько времени, когда мы крестили Кристину, да, крестную дочку мою. Что там это так сильно пахло, я не знаю, как я не потеряла сознание. Видимо, маленький ребенок на руках в тот момент. Очень большую ответственность я почувствовала. И, может быть, абстрагировалась, но я ненавижу этот запах, мне очень от него плохо. Вот, и эти пакеты мусорные, я не знаю почему, но они так пахнут. Сейчас, конечно, уже не так, но первый день, когда я вещи собирала, их на рынке купила, я ходила, во-первых, не сразу поняла, что происходит, почему этот запах появился, откуда. Я все перенюхала, оно везде пахнет одинаково сильно. Вот, сейчас уже, конечно, не так. Но все равно вот навести порядки, и все, и ко всему можно будет подойти, все разобрать, и можно будет садиться полноценно работать. Поэтому завтра мне в половине 10 на маникюр. Я очень надеюсь,
что если не сегодня, так завтра уже приедет Валберис, я сразу заберу этот штатив. Я почему сегодня хочу, да, я говорила, по-моему, что там эта штука, она для микрофона. Соответственно, нужно, наверное, будет какие-то переходники найти для этого дела, чтобы это реально уже закрепить тут как положено и начинать полноценно работать, снимать. Вот. Я хочу много чего поменять. И в графике в своем. Я уже давно это хочу поменять. Но я никак не начну. Не знаю, в чем затык. Чего не хватает. То ли смелости, то ли просто вот сил, наверное, просто не хватает. Энергии жизненной какой-то, да, новой, чтобы что-то делать. И сейчас и так много чего дается через не могу. А то, что я буду менять, это для меня вообще будет трэш. Я знаю, что я смогу. Но мне бы хотелось, чтобы морально я это чувствовала полегче. А ты вот лежишь там под шторкой на огромном подоконнике и в ус не дуешь. Лови ее. Заносили, когда мебель, налетела маленьких мух. Чё лежишь бесполезно? Хоть лапы махни. Лови. Давай, ну. Лови ее. Подоконники, конечно, шикарные в этой квартире. Вот тут большой, у Данилы еще больше. Мой прекрасный маникюр. Завтра придется его наращивать. Эта шторка, конечно, шикарная, но я потом попозже уже постираю. Может быть, на следующей неделе займусь этим перестирыванием. В выходные я хочу не то чтобы отдохнуть, просто хочу какого-то более спокойного течения, да. Плюс у меня выходные. Свободное течение. Остановись. В субботу в первой половине дня мне надо будет отвезти Макса, во-первых, к папе, во-вторых, до обеда должны приехать разобраться с подоконником. Я потом попозже покажу ванну. Ванна в хорошем состоянии на самом деле, но там не хватает умывальника. Жутко его не хватает. Потом, когда появится умывальник, в зависимости от того, какой он там появится, потому что там плитка хорошая, да, и сверлить лишние дырки, во-первых, я бы себе не позволила без разрешения, да, а во-вторых, я думаю, что и хозяину самому, когда мы это обсуждали вообще, что ему самому этого не хочется. Вот, и, соответственно, что нужно какой-то умывальник, который будет отдельно стоящий, соответственно, скорее всего, это должен быть сразу умывальник с тумбой. Вот, ну и потом мне там понадобится еще зеркало. Но до этого еще далеко, аж целое до субботы. И вот в субботу вроде как бы должны привезти уже умывальник с тумбой, установить его, подключить, потому что там трубы-то все есть, просто нету самого этого вот умывальника. И тогда уже там тоже можно будет полочки какие-то там для косметики, не декоративной, уходовой поставить, да. Уже можно будет обживаться и в ванной, потому что пока что в ванной стоит на полу картонная коробка, в которой все шампуни, зубные щетки там и так далее и тому подобное. То есть там еще не обжито. Это, наверное, реально последняя коробка, которую еще нужно разобрать. Ну, вроде как-то так. И получается, это все будет в субботу, а потом после обеда ко мне придут мои подруги. Ну, что-то типа на новоселье, да. Посидим, что-нибудь посмотрим, может быть, посмотрим сериал, посмеемся. Одна из подружек должна принести настольную игру. Короче, немножко расслабимся. Что реально это всем уже надо. И тогда в воскресенье я уже буду полноценненько настраиваться на рабочую неделю. И думаю, что все пойдет как по маслу.
Вот сейчас у меня хорошее ощущение. То есть, если раньше я там думала, что, ой, не знаю, я не готова, то сейчас я думаю о том, что все сроки уже просрочены, и уже готова, не готова, уже у меня вопрос не стоит. Я уже понимаю, что у меня нет вариантов, и я уже готова. Вот, поэтому с понедельника в бой. В бой совсем по-другому, очень много мыслей по поводу того, что нужно поменять, в каком порядке делать, чему больше уделять внимание. Работы станет намного больше, я уже говорила об этом. Но пока еще как бы сильно не распространяюсь, вообще никому ничего не рассказываю, если честно. Даже себе не все рассказываю. Потому что мне так смешно, я не знаю почему. Это уже, наверное, кукуха едет. Да, котяра? И Данила у меня тут тоже, конечно, у него переходный возраст по полной программе. Так-то физиологически все в порядке. Если возникают вопросы, ну, как бы легко заходят эти темы, да, эти разговоры по физиологии. А что касается психологического, эмоционального состояния, хочется объяснить на доступном языке простые вещи, которые пригодятся ему потом всю жизнь, да. То есть, и не пытаясь ему сейчас сказать, что твои проблемы на фоне того, что потом будет во взрослой жизни, это и полная ерунда, потому что это не поможет ребенку разобраться и лучше себя чувствовать. Я пытаюсь ему донести, что это такие проблемы, которые потом будут теми же проблемами, только будут немножко по-другому звучать. Поэтому уже сейчас, если какие-то вопросы возникают, приходи, будем разбираться вместе. И у нас реально мы вчера докопались разговорами вечерними, бубнением, да, пока засыпал Максим, докопались до достаточно сложной темы, которая касается очень многих, даже взрослых. Данила мой сказал, что он не может, что ему нужно, ну, то есть мы уже потом пришли к выводу, что ему нужно научиться говорить «нет». Потому что бывает в школе, предлагают какие-то дела нехорошие, и он говорит, мне сложно сказать «нет». То есть я переживаю потом из-за этого, что я кого-то видел, хотя он прекрасно понимает, что он отказал человеку, ну, как бы, не хочет участвовать в чем-то плохом, да. Вот. Как бы правильно сделал, что отказал, но он чувствует вину из-за того, что сказал «нет». И вот этот момент надо проработать. Я ему сегодня обещала с этим помочь вечером. Есть одно очень хорошее видео. Я думаю, что оно ему зайдет. Пусть посмотрит, послушает. Если останутся вопросы, тогда будем дальше разбираться. И еще по учебе там пару моментов обсудили, тоже докопались до того, в чем проблема. Не знаю, конечно, сделает ли он сегодня то, о чем мы договаривались, но будем работать в этом направлении, потому что сейчас это нужно решать. На самом деле, год, когда я родила Макса, это был очень сложный год, потому что Данила остался фактически без поддержки. Когда я приехала из роддома, да, точнее, даже когда я уехала на сохранение, еще первый раз, ребенок остался без поддержки в плане учебы, что до этого мы справлялись, пока еще там в положении была. Он задавал мне вопросы, а потом, когда Макс появился, и все же прекрасно помнят, да, какие у нас были проблемы, как он плакал, сколько, как я спала по 1,5 часа в сутки. Вот, и там, конечно, просто физически невозможно было найти время на то, чтобы помочь с уроками. Это, я прекрасно понимаю, что это мое упущение, но я даже сегодня не понимаю, что мне можно было там изменить, да, где чего отнять, чтобы тут добавить. Там просто физически это было нереально. Вот. И сегодня это сегодня чувствуется. То есть там пробел, который до сих пор не восполнен. Вот. Будем думать, что с этим делать. Все упирается в финансы. Что сегодня, если бы не было проблем с деньгами, да, если бы хотя бы просто даже не отключили эту монетизацию в России, мне бы хватило на репетитора по математике того же, да, вот математика у нас самая сложная.
общем, будем думать. Что-то будем менять. Сейчас, конечно, мне не потяну. Сейчас нет. Сейчас вообще все только Карпата там, допустим, да, вот это вот обязательные платежи, питание, даже вещи никакие не покупаю. Ничего не покупаю, а все остальное хотелось бы копить, но пока что копить нечего. Вот, будем надеяться на то, что все наладится. Не жалуюсь ни в коем случае, просто рассказываю, как идут дела. Сухие факты, ничего личного. Не знаю, видно или нет, но там понеслась пожарка. Жесть какая. Как это всегда страшно. Блин, на той улице живет моя тетя. Эх, ладно, я приехала на почту. Пошла сдавать интернет. Точнее, модем, приставку, все это вот, пульт. Надеюсь, я все взяла. Так, ну что, время у нас начало 6-го. Можно было еще минут 10-15 потусоваться дома, чтобы немножко движения стало потише, скажем так. Вот. Сижу, думаю, в какую сторону выруливать. Сейчас машинка немножко поработает. Чуть-чуть. Да что ж у меня с этим носом-то? Нет, я знаю, что у меня с этим носом. В общем, я много чего на самом деле сегодня сделала. Много мелких вопросов закрыла, слава богу. Не вижу, если честно, как будто бы никого нет. А там из-за поворота, надеюсь, тут никто не носится по дворам. Вот. Короче, закрыла договор по интернету. Все. Там, конечно, и накапало уже немножко. Ну, как накапало? Там не такая уж и большая сумма. Но все же, как можно делать такую дорожку? Это что, машины так выросли за 40 лет в ширину, что две машины не могут разъехаться? Это же вообще смешно. Что тут у нас? Вообще нифига не видно. А, еще эта яма. Ай, невозможно. В общем, накапало аж 8 рублей за эту вот неделю, что мы уже там не живем. Ну, как неделю? Ну да, неделю, слушайте, мы уже неделю там не живем. Мы съехали, в пятницу был переезд, сегодня четверг. Офигеть, вот время бежит. Я в шоке. Вот. Закрыла договор, все. Один вопрос закрыт, надо будет сразу сегодня, может быть, даже взять, да, удалить из банкинга этот платеж, чтобы не путаться, где какой интернет. Да, ну я знала, что надо чуть-чуть попозже выбираться. Сейчас я в этих потоках, ну я-то не запутаюсь, но я не люблю, знаете что? Я не люблю, когда одна и та же дорога занимает гораздо больше времени только из-за того, что загруженность дороги высокая, да, то есть, ну какой смысл выезжать раньше, если все равно вы приезжаешь в то же время практически. Вот мы сегодня выехали чуть позже, ну как чуть позже, минут на 7, наверное, не помню, честно говоря, уже. Выехали позже, в итоге что? В итоге мы так встряли во все места, которые только можно, так встряли, что я вернулась домой еще позже. То есть та же дорога в итоге заняла больше времени. Вот тут одна такая полоса в ту сторону. Сделали очень интересный перекресток. И есть люди, которые умудряются становиться на встречку. Центральная полоса, она относится к тому движению, то есть к встречному, с моей стороны, если смотреть. И есть люди, которые умудряются, дабы якобы себе создать преимущество в движении, быстрее проскочить здесь, становятся на встречку. О, там весело. Там до самого светофора. И вот так вот, понимаете, ни в чем себе не отказывают. Это вот женщина сзади по сторонам слишком много смотрит. Все, стоим. Немножко сейчас вот еще подкатимся. И все, и больше
Стали. Красный. Машин около 20 передо мной до светофора. У меня где-то лопасть вентилятора загнулась. Если не работает ничего, то такие звуки не прикольные, нифига. Вот, сейчас, похоже, и в центре такая же будет ерундень. Все снова красный. Вот. Данила сегодня приехал со школы на автобусе. Его там на пару минут раньше отпустили с урока. Уроки заканчиваются в 35 минут, автобус в 31. Притом автобус конкретно школьный. Ну, то есть он не специально для школьников, но вот идет же мимо школы, останавливается специально там, чтобы детей подвозить. Или я чего-то неправильно понимаю. Вот. Ну, в общем, отпустили его на пару минут раньше. И он приехал с ним на автобусе, оказался... Я думала, будет возмущаться. Типа, вот, на автобусе. Не привыкший он, конечно, к такому делу. Но нормально, без вопросов. Ничего такого не сказал. Мне понравилось, что он сказал, что ну зато типа сэкономили. Ой, да, там машинки, конечно, им очень сложно повернуть. Мне кажется, вообще невозможно. Мы ушли направо, а те машины, которые налево на этом же светофоре, похоже, там надолго застряли. Ну что ты? Так а поворотник раньше ты не мог показать? А, ну ясно. Ой, тут весело. Что тут творится-то? Вот я про что. Что не перекресток, притом не центральная же, не светофора, а просто вот малейшее что-то где-то там. Все, какая-то сразу пробка настоящая. А чего вы в 2 ряда стали? Где вы тут видели 2 полосы движения? Ребятки мои. Пешеходный переход, женщина идет, машины едут. Не предлагаешь ей на пятки наехать, да? Чтоб ты мне не наехал на пятки. Мне бы не забыть антибиотик сегодня выпить. Я же пью антибиотики, у меня сегодня уже 6-й день, по-моему. Не забыть выпить, я хочу допить курс все-таки до конца, потому что были мысли о том, что, может быть, 5 дней мне хватит. Вроде как состояние получше. Но все равно еще есть. Еще не идеально. Однозначно нет. И вот думала, что 5 дней для меня, я считаю, что у меня достаточно сильный организм. Я считала, что мне хватит этого. Но похоже, что не хватит. Не бойся, не поеду на красный. Что-то уже. Неужто я похожа? Вот. Надо не забыть выпить. Сейчас приеду домой. Разберусь с Максом. Люди, вы как-то наглеете. Вообще зеленый у меня уже. Нравится, как девчонки боятся. Все время. Извините. Что не разведываться, когда ходишь налево и она налево. Мужики обычно нормально все. Девчонки боятся. А ты бы уже выехала. Красотка ты моя. Я еще специально скорость подскинула. Так, похоже, здесь мы уже не станем. Там есть место, но поток... О, нет, там криво стали, все. Пешеходики. Всегда уступаю. Нет, бывает, конечно, когда пешеходики странные. Выпрыгивают в последний момент. Шла, прямо вот такая, хопа, я здесь перейду. И все, у тебя просто, а ты уже 2 колесами на пешеходном. Конечно, в такие моменты, но я ж не поворачиваю. Уже как бы, все. Уже, если очень резко затормозить, да и дети напугаются, свои же. И все такое. Вообще, я думала, честно, ну что?
Дадите мне запарковаться? Или вы не догадываетесь о том, что я хочу это сделать? Хотела пройтись пешком. Но честно скажу, попался мне канал, называется канал Вася на Сене. Немножко посидим. Блин, дождь не пойдет. Дождь не пойдет. Называется канал Вася на Сене. Очень большой канал, больше 1,5 миллиона подписчиков. Канал специализируется на помощи людям, которые оказались в безвыходной ситуации. Люди, которые остались никому не нужными. У всех разные ситуации, свои истории. И, в принципе, когда смотришь, понимаешь, что каких-то супер уникальных историй там нет. И таких людей, как эти люди, мне кажется, в каждой деревне найдется, да. Там про город я уже вообще молчу. И вот смотришь, я не знаю. Я смотрю не из любопытства, у меня свои цели для этого дела. Я не знаю. Особенно, когда узнаешь, как это все случилось с людьми, да, как они попали в эти ситуации. Особенно, когда узнаешь, что у этих людей есть родные люди, есть родители. Когда узнаешь, что это там случилось из-за того, что кому-то было лень возиться, лень ухаживать. Думаешь, ё-моё. Особенно, когда еще, знаете, когда это дети, чьи-то дети, да, то есть родителям было тяжело ухаживать, там, не знаю, за глухонемым каким-то, да. Думаешь, вау, что, как? Как это происходит? Вот. Ну и, короче, засмотрелась, точнее. Думала, посмотрю один выпуск всего, но это заразно. Я смотрю на ускоренной скорости на 1.75. Главное, чтобы понимать, о чем речь, потому что, ну, не могу себе позволить сидеть, просто смотреть все подряд. И вот я смотрю, и сердце просто разрывается. Ну, как? Как это вообще... Даже слов подходящих не находится. Так. Что сейчас у нас? 25 минут. Хочу показать вам, у нас в городе появились самокаты арендные. Я хотела пройтись пешком за Максом. Ну вот засиделась и уже как бы время поджимало. То есть, если бы я вышла пешком, уже бы точно последнего забирала. Сегодня на улице шикарная погода. Я уже, видите, без куртки. Макс-то еще в куртке, Данила тоже. Завтра тоже хорошая погода. А с выходных опять начинается какая-то ерунда. Я все думаю, интересно, сегодня какое сегодня? 14 апреля, да? Когда переобуваться-то на летнюю резину? Вообще мы будем в этом году переобуваться или как? Что там на выходных в минус ночью уходит. Интересно. То есть, если где-то какой-то туман, да, влажность, сыро, все это сразу какой-то будет, пусть даже незначительный, но гололед. Мне, как человеку, который за рулем, сколько я за рулем? В декабре месяц, январь, февраль, март. 4 месяца, почти 5. Офигеть, время бежит. Лишние стрессы 100 лет не нужны. Я лучше еще немножко поезжу на зимней. Вот. И я, конечно, в шоке. Середина весны. А весна лишь иногда показывается, а потом также весело прячется обратно. Вот. Сейчас покажу вам, самокаты в нашем городе появились, арендные. Хочу посмотреть, что сколько стоит. Я думаю, что Данила мой будет рад, если я ему при возможности сыпану монет на это дело. Вот. Сейчас у меня монет вообще нету. У меня было столько копеек, что у меня кошелек был такой тяжелый, что я чувствовала
какой у меня тяжелый рюкзак на плече. То есть ощущение было, что там что-то лежит такое тяжелое, как будто продукты забыла выложить. Хотя продукты в рюкзаке ношу очень редко. Вот. Ну, в общем, все монеты раздала практически. Там какие-то копейки остались, на жвачку максимум хватит. Итак, раздавала монеты. Продавцы всегда счастливы получить эти монеты. Вайлдберрис мой не приехал. И все. Сегодня уже как бы, если даже и приедет, я уже, конечно, за ним не полечу. Потому что завтра мне на маникюр, как я уже говорила, в то же здание. Поэтому там и заберу на месте. Вот. Ладно, все. Пошла за Максом. Сейчас покажу самокаты. Начинает зеленеть трава. Весна. Вот кто-то классно поставил. Прям по центру. Сегодня утром они стояли вдоль. 3 простых шага. Скачать приложуху. Сканировать мотивация самоката. Оттолкнитесь до 5. Чик-чирик-чирик. На 1 аккаунт возможно аренда до 4 самокатов. Не катайтесь во время дождя. Это то же самое. Простоимость не слова называется BusyFly. В общем-то ничего такого больше нет. Вот. И они теперь стоят у нас по всему городу. Идем за Максом. Я очень надеюсь, что он на улице. Что не нужно одевать. Вообще я жду, когда он начнет наконец-то уже сам полностью одеваться. Ох, хорошо на улице. Мне не холодно. Скоро заработает вот это все. Будет так шумно. Вот эта штука крутится, как реактивный самолет взлетает. Кстати, когда я была ребенком, это точно помнят все взрослые. Я знаю, что меня периодически смотрят мои родственники. Привет вам, кстати. Вот здесь, вот сцена, я раньше не была. Вот здесь была широкая такая дорожка, насколько мне помнится. И вот, если видно, вон там люди сидят на лавочке. Вон там. Здесь была большая-большая площадка. Еще такая плитка была большими квадратами. Мне кажется, она везде такая была. И там стоял самолет. Настоящий. Вот. Очень долго стоял. Не знаю, правда, сколько лет, но стоял. И когда я ходила краситься к знакомой, она меня спрашивает, в какой сад ты малого завела. Я говорю, во 2-й. Говорит, это тот, который напротив самолета. Слушайте, я даже не сразу поняла, что она имеет в виду. А потом вспомнила, думаю, точно. Тут же раньше был самолет. Там кинотеатр, дискотека. Очень много людей в парке. Вон там детская зона, качели всякие. Вон там тоже детская зона. Видно, нет, не знаю, наверное, уже нет. Но, в общем, она есть. Вот еще самокат. Но, в общем, их реально много по всему городу. Чьи там ножки? Нравится кататься? Ой, Максим, у тебя очень заразный смех. Да? Я тебя держу, не бойся. Ух. Тут, конечно, есть где покататься и полазить детям, но очень грязно. Это бабочка. Бабочка где? Пучков целая куча битого стекла. Каких-то, ну, короче, грязно. Вон, посмотрите, что делается. Бабочка. Бабочка полетела куда-то. Сия. Синяя? О, это тот дядька, который меня подрезал. Жалко, я с Максом. Я бы догнала и спросила у него,
как ему спится. Чтобы на всякий случай, чтобы если вдруг спится хорошо, стало спаться плохо. Паук. Жестко подрезал, я его этому не прощу. Когда-нибудь все равно с ним пересекусь и обязательно ему выскажу свое мнение насчет его поступка. В приличной, конечно же, форме. Ну что, пойдем домой, какой-то ветер поднимается, да? Пошли картошку будем чистить, пряжу раскладывать. Да? Мультики смотреть. Да? Или еще покатаемся? Макс. Вообще ветер поднимается. Было так хорошо, когда мы пришли, у Макса уже щека холодная. Ну вот. Тут, конечно, земли выскреблю под ногами целую кучу. Все, холодные уже, и руки холодные, и щеки. Пошли домой. Все такое, ну, белое будто. Ну, эта картошка неплохая по качеству. Вот я когда чистила, она такая сама по себе желтая, просто что молоко, масло. Макса котлета поломана. Мне очень нравится, что ужин проходит на кухне за столом и одновременно. Вкусно? Очень. Макс начал есть пюре. Это для меня большой праздник, потому что раньше у нас было только макароны и гречка. Каша. Ну, гречка это и есть каша. А теперь вон даже ничего другого и не ест. Все на сегодня все дела переделаны. Наверное, надо будет попить сейчас кофе еще. Так, ну вот, основное задание было на сегодня разложить пряжу. Пряжи у меня сейчас мало. Ну как, относительно того, что было мало. Выключатель плохо включает свет. Относительно того, что было, конечно же, мало. Ну а так тут, конечно, вязать еще не перевязать. Остался один мешок. А там не пряжа, там одежда Данилина, которая ему мала. Я хочу ее отдать. Там хорошая одежда, там есть даже новые вещи. Вот. Ну все. И, конечно же, вот этот пакет еще. Посмотрим. Хочу себе сделать кофе сейчас.